Приветствую вас, стримлеры! Возможно, кто-то из вас видел эту прикольную штуку, когда освещение от игры попадает на говорящего человечка в углу экрана. Так называемое динамическое, втуберское, вливаемое, охлаждаемое освещение. Это особенно красиво смотрится у тех, у кого только два измерения. А во время игр во всякие там ужастики это выглядит особенно аутентично. И возможно, кто-то из вас думал: блин, я тоже так хочу. Не волнуйтесь, старина Кип спешит к вам на помощь. Для начала вам нужно найти сайт плагинов для OBS. Там много всякой полезной всячины, но в данный момент нам нужен StreamFX. Качаем, переходя по всем нужным ссылкам, устанавливаем и идем в OBS. Вот вы видите обычный пустой OBS, в котором есть лишь одна сцена. Именно эта сцена и будет выводиться на вашем стриме. У меня она даже называется Real Scene. Обычно, когда стример хочет подрубить вебку, он создает источник вебки прямо в этой сцене. Или в определенных случаях источник игры или Spout 2. Так вот, запомните три простых слова, которые помогут вам в принципе в вашем стримерстве, а не только при создании втуберского освещения. И эти три слова — сцены. Это все. Поэтому под нашу вебку мы создаем отдельную сцену, назовем ее Webka Original. И уже в сцене Webka Original создаем источник, собственно, вебки. Nice. Правда, в данном случае надо убрать хромак, воспользовавшись соответствующим фильтром. Nice. Создаем другую сцену, которую назовем Webka for Move. Почему так, расскажу позже. В нее в качестве источника добавляем предыдущую сцену, ту что Webka Original. И теперь создаем сцену, которую назовем Webka for Color. И в нее добавляем что? Правильно, предыдущую сцену. Итак, что мы имеем? У нас есть сцена Webka for Color, в ней есть сцена Webka for Move, в ней есть сцена Webka Original и в ней есть источник вебки. Игла лежит в яйце, яйцо в дятле, дятел. Это ты тут, дятел. Если вы хотите создавать крутые штуки в OBS, учитесь создавать многослойные, нет, не иронии, сцены. Что ж, приступим к источнику игры. А точнее к сцене. Создаем Gaming Scene. В нее добавляем то, что будет в качестве игрового источника. Это может быть игра, окно, захват экрана. Мы тут воспользуемся источником медиа и врубим, допустим, старый добрый русский фильм о дружбе. Сергей Пахомов. Кстати, можем уже добавить нашу Gaming Scene, она же сцена игры, в Real Scene, она же, напоминаю, и будет выводиться на гипотетическом стриме. Дальше создаем еще одну сцену, назовем ее Gaming Scene Silhouette. В нее нужно добавить зеркало источника, то есть зеркало игровой сцены. Настраиваем соответствующее. Ребята, мы уже значительно близки к колдунству. К этому зеркалу применяем фильтр размытия. Лучше использовать двойную фильтрацию, так как она вроде меньше ресурсов жрет. И ставим значение между 7 и 9. Я предпочитаю ставить на 7. Дальше используем на сцене Webka for Color фильтр динамическая маска. Входящим источником будет Gaming Scene Mirror. Собственно, мутное зеркало источника. Не перепутайте, не сцена, само зеркало, источник. Во всех каналах, кроме альфа-канала, вот него, в базовых значениях ставим 0. В красном канале ставим красное значение на 2. В синем канале ставим синее значение на 2. В зеленом, ну вы поняли. Выглядит любопытно. Посмотрим, как это выглядит на основной сцене, на фоне кино. Заходим сюда, добавим сюда сцену Webka for Color. Выглядит уже далеко неплохо. Но это еще не все. Чего-то тут не хватает. Как вы можете заметить, мои глаза светятся в темноте, а втуберское освещение перекрывает этот эффект. Если у вас есть похожая проблема или вы просто хотите выделить какую-либо часть своей туши, то кое-какой способ есть. Что ж, мне придется вырезать свои глаза. А именно, создать еще пару сцен. Одну сцену назовем Webka with Eyes. А вторую сцену Eyes, в которой будут Only eyes. Добавим в сцену Eyes, в сцену Webka for Move, и уже на сцене Eyes применяем фильтр Chroma Key. И настраиваем до момента, пока не останется лишь то, что нам нужно.
Теперь заходим в сцену Webca with Eyes и добавляем сцену Webca for Color, а выше сцену Eyes. Заходим в Real Scene, убираем Webca for Color и добавляем Webca with Eyes. О, видите? Я сейчас даже темный стоп-кадр подберу. Ну-ка. Видите, глаза светятся в темноте. Но это еще не все. Не хватает объема. Того, что в русском называется Rim Light. Заходим в Gaming Scene Silhouette, добавляем зеркало источника вебки, Webca Mirror, и добавляем в этот источник Webca for Move. И на это зеркало применяем фильтр коррекции цвета и выкручиваем яркость в нулину. Также добавляем размытие, двойная фильтрация, значение либо 4, либо 5, либо какое угодно вам. Мне угодно 4. Теперь заходим в Webca for Color. Сделаем дубликат фильтра динамическая маска. Меняем в нем источник с Gaming Scene Mirror на Gaming Scene Silhouette, то есть с мутного зеркала на сцену. И затем, там где мы ставили 0, ставим 1. А там где мы ставили 2, ставим 5. Как видите, краешки нашего тела немножечко слабенько подсвечены. Это не то, что нам нужно. Заходим в Real Scene, и чтобы было виднее, что происходит, врубаем режим студии. Очень полезная вещь, кстати. Заходим в Gaming Scene Silhouette и двигаем наш силуэт чуть-чуть в бок. В любой бок. Или можем слегка скукожить, но лишь слегка. Заходим в Real Scene, выходим из режима студии и опа, так уже лучше. А теперь давайте я вам объясню, зачем нам столько отдельных сцен. Почему у нас под вебку аж куча сцен и под игровой источник отдельная сцена. Так вот, что же будет, если двинуть нашу вебку прямо в Real Scene? Ну-ка. Я перемещаюсь из света в тень и из тени в свет, но освещение на мне не меняется. Ну а если мы врубим режим студии и будем двигать нашу вебку в Webca for Move, вот так вот, происходит вот что. Я выхожу в свет, я захожу в тень, я выхожу в свет, я захожу в тень, я выхожу в свет, я захожу в тень, ну вы поняли. А зачем нам отдельная сцена под игру? А что если мы захотим заменить источник? Или же добавить аж несколько источников, и чтобы свет от них падал на нас? Открываем наш Gaming Scene и создаем в нем новый источник медиа. Растянем, откроем Real Scene, и вот мы в другом фильме. А сейчас зайдем в режим студии, открываем Gaming Scene, немного поправим наши источники. Теперь, не выходя из режима студии, откроем Webca for Move. И тут двигаем нашу вебку. Смотрите, я перехожу из одного фильма в другой. Оп, 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 оп. Что ж, вот и конец моего гайда. Надеюсь, вам эта информация будет полезна. Если вы хотите еще подобных гайдов, то все как всегда. Ставьте лайки, подписки, комменты. Заходите на мой Twitch, где я стримлю и использую этот прикол и всякие другие. Ну и переходите по другим ссылкам. Всем спасибо, всем пока. Кстати, передаю привет Кибу, мой хороший друг и товарищ. С ним мы прошли приключения длиною в настройку ОБС.